Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня короткое видео, в котором я подведу итоги розыгрыша ракеты. Напомню об условиях конкурса. В честь 1000 подписчиков на канале я разыгрывал полный комплект с небольшой ракетой. Для того, чтобы победить, требовалось придумать лучшее название для этой самой новой ракеты. Название нужно было написать в комментарии под видео, а победит тот комментарий и то название, которое получит наибольшее количество лайков от вас, мои дорогие зрители. Чтобы конкурс был справедливый, я специально не голосовал ни за какой вариант, хотя все названия были хорошие. И Марлин, которому не хватило 2 голосов до победы, и Звездный Капитан, Гея, Рассекающий Космос, Надежда, Молния, Гвоздь, Таймыр, Ракета номер 1, Лайконавт и Пиратский Канонир, Эвери, Кит, Джек Воробей и очень изящная Анна. Но победил вариант Красноголовый Джек. Такое наименование перекликается и с дизайном, цветом ракеты, и в общем-то что-то в нем есть все-таки пиратское. Хотя такого пирата никогда не существовало, но почему бы ему и не быть? Известен другой пират с таким именем – Джек Рэкхэм. Возможно, история не упоминает про его красную голову, но можно его все-таки представить и в таком образе, в ситцевой красной бандане. Не зря же его все-таки называли Ситцевый Джек. С этим пиратом можно познакомиться в сериале «Черные паруса». И, к слову, он был передовым малым. Самый узнаваемый экранизируемый пиратский символ, череп с саблями, придуман именно им. Плюс он еще аж в 18 веке разрешил пустить на борт женщин, несмотря на суеверие. Плохие приметы и каких женщин, пираток, Энни Бон, Мэри Рид, но это совсем другая история. Давайте вернемся к конкурсу. Итак, вот он, собранный комплект ракеты. Вот сама ракета, Красноголовый Джек. И все аксессуары к ней. Здесь на самом деле лежит штырь для пусковой установки. Очень подробная инструкция по ракете и так далее, по пусковой, по процедурам. Еще основание пусковой, провод к, собственно, к пульту зажигания, сам пульт зажигания. Вот он тут упакован с... Ну, давайте даже разверну, покажу. В принципе, тут есть на что посмотреть. Здесь есть сам пульт зажигания, вот он, я его показывал. И также есть комплект переходников. Переходники, соответственно, для двигателей Estes и для МРДшек. Комплект для установки системы спасения, если вдруг заморочится. Вот, упорные кольца, в общем, все, что необходимо. Ну и да, и парочка запалов. На всякий случай 2, а если что-то не заведется. Вот такие дела. И все это добро отправляется Почтой России к Максиму. Еще раз поздравляю его с победой. А всех остальных моих зрителей, особенно предложивших свои варианты, благодарю за участие. Если вы хотите получить такую же модель Красноголового Джека уже, то у вас есть возможность распечатать все детали самим, если у вас есть 3D принтер, или вы захотите заказать печать в сервисе. Ссылки на модель ракеты и пульта будут в описании. Ну, на этом все. С вами был Илья. Пока-пока.